Если вам нужно хранить 500 гигабайт данных уровня Tier 0 для устоявшегося бизнеса, покупайте All-Flash. В таком случае это абсолютно оправданный и логичный выбор в 2026 году. Но если мы говорим про проект стартапа или бизнеса, который вырос до 50, тем более до 200 терабайт, поздравляю, вы официально вошли в зону финансовой турбулентности. Прямо сейчас у вас на почте может лежать спецификация от NetApp на серию AFF. Там будут красивые графики к производительности и утверждение, что в 2026 году любое упоминание жестких дисков — это решение десятилетней давности. Вам будут продавать идею, что только All-Flash и только NVMe спасут ваш проект. Предлагают тяжелые массивы уровня Dell Power 100, которые стоят как крыло самолета. И проблема даже не в цене. Проблема в том, что All-Flash — это идеальный инструмент для создания типового проекта. Вендору проще выдать вам спецификацию по лекалу, потому что SSD прощает отсутствие глубокого архитектурного анализа. Огромный запас по IOPS, задержки микросекунды позволяют пропустить такие важные параметры, как глубина очереди, реальный профиль нагрузки или размер блока данных. Зачем вмекать в специфику вашего бизнеса или софта, если можно просто залить проблему железом? Характеристики современных NVMe драйвов маскируют неоптимальную архитектуру. Но за эту маскировку в конечном итоге платит ваш бизнес. Покупая диплой проект на максималках, вы еще рискуете потерять надежности, просто не учтя специфику ваших данных. При этом на рынке есть решения, проверенные реальной эксплуатацией. Huawei Ocean Storm, HP MCA или гибридной конфигурации Dell EMC Unity. Если понимать, что именно нужно заказчику, и как на самом деле работают его данные, эти системы закрывают потребности бизнеса в надежности и скорости в 90% случаев. Вы задумывались, во что превращается ваш 200 терабайт полезного объема, когда вы подписываете контракт на All-Flash? Стоимостью самих дисков добавьте расходы на RAID группы, резерв под снимки и обязательную репликацию. В итоге ваши 200 терабайт превращаются в петабайт физического флеша. Вы готовы платить этот налог на модуль за систему, которая на 90% будет занята хранением данных, которой вообще не нужна скорость SSD? Сегодня мы разберем, почему в 2026 году гибридная архитектура — это признак не компромисса, а грамотно проработанной стратегии хранения данных. Давайте посмотрим, где заканчивается маркетинг, начинается реальная работа. Чтобы понять, почему All-Flash в крупных проектах — это часто архитектурная избыточность, нужно посмотреть на структуру ваших данных. У любого массива информации есть своя температура. Посмотрите на статистику любого корпоративного хранилища объемом за 100 терабайт. Вы увидите одну и ту же самую картину. 80% — это цифровой склад. Это ваша цифровая история. Отчеты и данные за прошлые годы. Резервные копии дольше месяца. Все это годами лежит на вашей СХД. Но удалять что-то из вашей цифровой истории без нарушения консистентности данных очень сложно и дорого. Когда вы подписываете контракт на All-Flash массив на 200 терабайт, вы фактически соглашаетесь платить за то, чтобы эти холодные файлы лежали на ячейках NAND, цена которых от 10 до 24 раз выше, чем на жестких дисках. Это все равно, что арендовать сейф в швейцарском банке, чтобы хранить там даже, не знаю, например, старую офисную мебель.
Зачем вам платить за задержки в 100 миллисекунд там, где пользователю абсолютно все равно? Откроется файл за 1 миллисекунду или за 10? В масштабах 200 терабайт эта разница в температуре данных превращается в ощутимую сумму, которую вы просто выбрасываете на ветер. Вот цена за терабайт — это только верхушка айсберга. Настоящая ловушка All-Flash кроется в том, что RAID — репликация данных на второй ЦОД, резервное копирование. Это база, они есть в любой системе. Но в All-Flash массиве платите премиальную цену за каждый бит избыточности. И вот здесь возникает главный вопрос. Можно ли сохранить эту избыточность и надежность, но не раздавать бюджет в 5 раз? Да, если переложить ответственность с дорогого железа на умные алгоритмы. Именно здесь гибридная система раскрывает свой интеллект. Переходим к механике SSD кэш и аутотиринг. Суть гибридной схемы не в том, что просто смешать разные диски в одной коробке, а в том, чтобы заставить систему думать. В Flash все плоско. У вас один тип памяти, системы не нужно выбирать. У гибридов же работают два ключевых инструмента, которые делают систему эффективной. Первый — это SSD кэш. В системах вроде Dell Fast Cache это работает как интеллектуальный буфер. Это спринтер, который работает с текущим потоком. Он мгновенно забирает из себя случайную загрузку на чтение и запись. Пока All-Flash дает прямой доступ к ячейкам, гибридная схема использует двухслойную буферизацию. Мы снижаем задержку обычных жестких дисков с 10 миллисекунд до 1/10. Как? За счет использования всего 5-7% SSD от общего объема пула. Это те самые горячие данные, которые генерируют 90% вашей нагрузки. Это дает вам скорость флеша именно в те моменты, когда ваш софт этого требует. За счет того, что нам не нужно покупать сотни терабайт дорогого NVMe, общая стоимость системы падает в 5-9 раз. Но по-настоящему экономику спасает аутотиринг. В отличие от кэша, он работает не с копиями, а с оригиналами данных. Посмотрите на этот слайд. Это ответ на вопрос, как получить скорость All-Flash массива, заплатив при этом цену обычных жестких дисков. Передовый алгоритм Huawei Smart Tier. Его задача сделать так, чтобы ваш массив работал эффективно. На первом этапе система отслеживает активность чтения записи экстендов, размеров которых все 4 мегабайта. Smart Tier неважно, какой это файл. Он в реальном времени считывает каждое обращение к каждому блоку. Это фаза мониторинга. Затем включается математика. Алгоритм вычисляет вес каждого экстента, учитывая частоту и свежесть запросов. Так формируется карта тепла. Раскаленные данные — это данные, с которыми идет активная работа в течение суток. Ледяные — это старые архивы, которые никто не открывал долгое время. Финальный этап — релокация. В окно низкой нагрузки система начинает перемещать данные. Горячие блоки улетают вверх на дорогой NVMe, а холодные спускаются вниз на дешевый NLSAS. В итоге 90 операций ввода-вывода обслуживаются 5% SSD дисков. Это позволяет нам экономить до 93% бюджета на хранение, не теряя ни миллисекунды в скорости отклика системы. Но знаешь ли это, что All-Flash — это всегда ошибка? Или есть ситуации, где без него не обойтись? Чтобы не сложилось впечатление, что я фанат ретро-технологий, давайте честно. Есть зоны, где гибрид — это самоубийство. Вот список. Высоконагруженные RLTP и биллинг. Высокочастотный трейдинг. Обучение АИ моделей. Карточные системы в банках, даже при малом объеме. Если ваша задача из этого списка, забудьте про гибриды. Там критичен детерминизм, который гибридная схема не обеспечит.
Но в 90% остальных корпоративных кейсов All-Flash — это просто переплата. Помните, архитектура первична, а железо лишь инструмент. Можно купить флагманский массив и получить фризы на ровном месте. Просто потому, что вы забили All-Flash холодными данными. Вы парализуете ресурсы контроллера раздутыми таблицами метаданных. Вы заставляете его тратить все циклы ЦПУ на агрессивную сборку мусора вместо ваших транзакций. Анализируйте профиль нагрузки до того, как вы подпишете спецификацию. До встречи.